Всем привет, меня зовут Наталья, и я рада вас приветствовать на своем канале «Вкусно, просто, быстро». Сегодня я хочу предложить вам приготовить очень вкусный, многими любимый торт «Косолапый Мишка». Вариантов его приготовления много, я хочу предложить свой, который мне больше всего нравится. С рассыпчатым песочным тестом, шоколадным кремом, с шоколадом, арахисом и меренгой. Данное количество ингредиентов рассчитано для торта диаметром 18 см, высотой 6 см и весом 200 кг. Давайте приготовим. Начнем приготовление с песочного теста. В чашу просеем 260 граммов пшеничной муки. Это 13 столовых ложек без верха или 2 стакана объемом 200 мл. Добавляем щепотку соли и 3 грамма или пол чайной ложки разрыхлителя для теста. Перемешиваем до однородного состояния. – 130 граммов холодного сливочного масла обваливаем в мучной смеси и натираем на большой терке. Чтобы масло не подтаивало от рук, периодически обваливайте его в муке. Перемешаем и перетрем мучную смесь с маслом в крошку. У вас должна получиться сыпучая масляная крошка. Делаем лунку. Добавляем 3 желтка. У меня большие яйца, чистый вес одного яйца в среднем 60 граммов. Добавляем 30 граммов сметаны или густого натурального йогурта. Это 1 полная столовая ложка. Замешиваем тесто. Собираем тесто в комок и перекладываем на рабочую поверхность. Собираем все крошки, замешиваем эластичное гладкое тесто. Долго месить руками песочное тесто не нужно, иначе коржи получатся жесткими и твердыми. Главная задача – собрать тесто в комок. Тесто получается мягким и в то же время рассыпчатым. Заворачиваем тесто в пищевую пленку и убираем на 20-30 минут в холодильник, чтобы тесто стало более эластичным и податливым. Пока тесто отдыхает, приготовим меренгу. 110 граммов очищенного и обжаренного арахиса измельчим в крошку средней величины. В данном рецепте арахис можно заменить грецкими, лесными или миндальными орехами по вашему вкусу. К 3 яичным белкам добавляем щепотку соли. Начинаем взбивать на небольшой скорости миксера. Когда белки взобьются в легкую пену, постепенно в 3 этапа добавляем к ним 110 граммов или 5,5 столовых ложек без верха сахара. Добавляем часть сахара, взбиваем примерно 30 секунд и добавляем следующую часть сахара. Когда весь сахар ввели, продолжаем взбивать белки на средних оборотах миксера, пока сахар полностью не растворится. Когда сахар растворится, постепенно увеличиваем скорость миксера до максимума. И на максимальных оборотах миксера взбиваем белки до устойчивых пиков. Добавляем 110 граммов измельченного арахиса. Аккуратно перемешиваем лопаткой круговыми движениями снизу вверх, недолго до однородного состояния. Песочное тесто делим на 4 равные части. Каждую часть скатываем в комок. Три комочка заворачиваем в пищевую пленку и обратно убираем в холодильник. Оставшийся комок перекладываем на пергаментную бумагу и раскатываем в круг диаметром 18 см. Сразу по форме вырезаем, чтобы круг был ровным. Обрезанные кусочки убираем, из них в конце можно сделать маленькие печеньки. Если края где-то неровные или порванные, их можно нарастить обрезанными кусочками. На тесто выкладываем 1/4 часть меренги. Меренгу разравниваем. Перекладываем на противень и убираем выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку примерно на 12-15 минут. Пока один корж выпекается, сразу подготавливаем другой. Раскатываем тесто, вырезаем по кругу и покрываем меренгой. Готовый корж вынимаем из духовки и перекладываем на решетку остывать до комнатной температуры. В среднем один корж выпекается в течение 12-15 минут до красивого румяного цвета меренги. Мои коржи выпекались 13 минут. Таким образом подготавливаем и выпекаем 4 коржа.
Из обрезанных кусочков я сделала 4 печеньки и выпекаю их вместе с 4-м коржом. Печенье получаются пресные, если вы любите сладкие печенья, то перед выпечкой обмакните их в сахаре. Пока коржи остывают, до комнатной температуры приготовим крем. Хорошо взобьем миксером 180 граммов сливочного масла комнатной температуры. Чтобы масло быстрее согрелось, я нарезаю его небольшими кусочками. Хорошо взбитое сливочное масло должно стать светлым и воздушным. Добавляем 260 граммов сгущенного молока и на максимальных оборотах миксера взбиваем до однородного и воздушного состояния. Добавляем 30 граммов или 3 столовые ложки без верха просеянного какао. Аккуратно сначала перемешаем какао, чтобы оно сразу не разлетелось. И взобьем все вместе миксером до однородного состояния. – 40 граммов черного шоколада с содержанием какао 50% измельчим в крошку. Я измельчаю шоколад, чтобы он был небольшими кусочками. Высыпаем измельченный шоколад в крем и перемешиваем до однородного состояния. Сформируем торт. Сразу отложим 2 полные столовые ложки крема, этим кремом в конце выровняем бок торта. Оставшийся крем делим визуально на 4 части и покрываем первый корж 1/4 частью крема. На крем выкладываем второй корж. Корж покрываем 1/4 частью крема. На крем выкладываем третий корж. И так, чередуя слои, собираем торт. Торт будет состоять из 4 коржей и 4 слоев крема. Ранее отложенным кремом обмазываем, выравниваем бок торта. Оборачиваем торт аккуратной пленкой. Вместо аккуратной пленки можно использовать полоску, вырезанную из пергаментной бумаги. Фиксируем разъемным кольцом, накрываем пищевой пленкой и убираем торт в холодильник. Пропитаться и стабилизироваться примерно на 6-8 часов. Я обычно убираю на ночь. Готовый торт освобождаем от кольца и аккуратной пленки. Сверху торт покроем шоколадной глазурью. Нагреем в микроволновой печи или на водяной бане 30 граммов или миллилитров молока и 30 граммов сливочного масла. В горячее молоко с маслом высыпаем 60 граммов измельченного черного шоколада с содержанием какао 50%. Высыпаем так, чтобы шоколад был полностью покрыт молоком. Подождем пару минут, чтобы шоколад растаял. И хорошо все перемешаем венчиком до однородного состояния. Перекладываем часть глазури в кондитерский или пищевой пакет. Делаем в пакете маленький срез с уголка и рисуем глазурью мелкую сеточку по верху торта. Оставшейся глазурью с помощью силиконовой лопатки обмазываем бок торта. Рисуем вилочкой полоски по диагонали, сначала в одну, а потом в другую сторону. Торт готов, он очень вкусный, советуем его приготовить. Порадуйте себя и семью прекрасным тортом. Если вам понравился рецепт, то делитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео, мне будет очень приятно. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения!